Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук не хотел отпускать рук Стали и Тэхёна. Девятое место. Эти моменты с Грэмми можно пересматривать бесконечно. Скучающее безразличное лицо Чонгука, когда говорят участники, и моментально загорающиеся глаза, как только его мужик открывает рот, чтобы что-то сказать. Эта разница так бросается в глаза, не могу просто. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Интересно получилось. Чонгук говорил, что любит мускусные ароматы. ARMY, которые были на фан-митинге и смогли обняться и быть рядом с Тэхёном, сказали, что тот пахнет чем-то мускусным. А Тэхён говорил, что ему нравятся цветочные ароматы, и буквально все, кто встречал Чонгука, говорят о том, что от него буквально пахнет чем-то легким и цветочным. Понимаете, о чем я? 7 место. Что-то было в воздухе в тот день. Шестое место. Поведение пары. Вопрос только один. Мы будем помогать Тэхёну или... Тот факт, что участники никогда не могут дозвониться до Чонгука и сразу после начинают звонить Тэхёну, потому что знают, что они всегда вместе. Пятое место. То, как Чонгук всегда умиляется с Тэхёна. Четвертое место. Забота. Тэхён просто и по-домашнему добавляет лед в алкоголь, помогает двоим собеседникам сделать вещи более интересными, стараясь при этом не мешать вести их диалог. Они понимают друг друга без слов, чувствуют.
Третье место. Новости. Британская газета «Йоркшир» сообщила, что церемония вручения премии Mama Awards впервые пройдет в США, что подчеркивает растущую актуальность кей-поп для мировой аудитории. Особенно с учетом того, что такие артисты, как Чангук и Нью Джинс, получают награды на западных мероприятиях за пределами категорий кей-поп. Начнем день с этого легендарного момента наших Тэйкуп. Смелый макияж и красная помада. Наш любимый боксер и его любимый бойфренд. Shining Awards опубликовали пост о вокале Тэхёне. Тэхён выделяется своим глубоким проникновенным голосом. В отличие от большинства айдолов кей-поп, у которых более высокий вокальный диапазон, баритон Тэхёна встречается редко и имеет уникальный резонанс, который выделяет его среди других. Его вокальный тон добавляет особый колорит песням BTS, особенно в балладах и медленных треках. Голос Тэхёна не просто уникален в кей-поп. Эксперты по вокалу хвалят его за теплоту и глубину. Если вас когда-либо тронула одна из эмоциональных песен BTS, скорее всего, это из-за незабываемого голоса Тэхён. Любимая партия Чангука. Чангук умеет хорошо готовить. Он точно не останется голодным и сможет обеспечить себя и своих близких вкусной едой. В армии Чангук служит армейским поваром. Похоже, его кулинарное мастерство скоро достигнет мишленовских звезд. Чангук любит животных и обожает свою собаку Бама. Пока Чангук служит в армии, Бам находится в тренировочном центре. Чангук любит меньших братьев наших и всегда мило общается с ними. Как-то он даже признался, что хотел бы понимать, о чем говорят животные. А еще Чангук отлично рисует. Его рисунки детальные и очень наполненные, возможно, поэтому ему хорошо удаются портреты людей. Чангук умеет подмечать детали и очень внимательный к мелочам, которые его окружают. У Чангука большой актерский талант, не сомневаюсь, что он может составить конкуренцию самым известным актерам. Надеюсь, что когда-нибудь мы насладимся его игрой в дораме. Одна из сильных сторон Чангука – это умение писать песни. В них всегда много смысла и жизни. Его лирика никого не оставляет равнодушными и позволяет заглянуть внутрь этого молодого мужчины. Чангук – талантливый спортсмен, он хорош в любых видах спорта. Боулинг и тэквондо – его фавориты, хотя в последнее время мы часто наблюдали, как Чангук занимается боксом и тренируется в зале. Каждый раз, когда ему приходится демонстрировать свои спортивные навыки, Чангук оказывается на высоте. О том, какое тело он накачал, можно только томно вздыхать. В отличие от своих хёнов, Чангук не интересуется модой. Он отдает предпочтение спортивному стилю и не изменяет черному цвету. Чангук умеет носить самые нелепые наряды так, что они смотрятся очень круто. Чангук смелый и увлекающийся парень, которому любопытна жизнь во всех своих проявлениях.
Он умеет видеть красоту и позитив, умеет радоваться и ценить то, что у него есть. У Чангука так много способностей и разных умений, что можно только удивляться. Всего этого хватило бы на 5 человек, которые могли бы считать себя исключительно талантливыми. Но Чангук не собирается выпячивать себя или с кем-то сравнивать. Он умеет подать себя и продемонстрировать с лучшей стороны и не перестает удивлять своим воспитанием и добротой. Он помогает стафу, не устает благодарить фанатов за любовь и ниже всех кланяется перед армией. Чангук – очень эмоциональный парень с огромным сердцем, в котором есть место для каждого из нас. Но он правда котик. Выпущены сцены после титров фильма Чангука «I Am Steel». Сцены после титров из фильма Чангука «I Am Steel» были официально выпущены на YouTube-канале группы. Эти клипы были доступны людям, которые посетили показ фильма, с помощью QR-кода во время титров. Однако другие, кто не мог его посмотреть, с нетерпением ждали официального релиза. Одно из видео, в частности, привлекло много внимания. Чангук изобразил Супермена, когда ехал в лифте. Помимо этого, были выпущены еще 2 клипа. Все 3 видео были длиной около минуты. ARMY выразили свою благодарность за долгожданный выпуск этих специальных роликов. Многие, кому удалось посмотреть фильм, вновь пережили эти моменты и восклицали, как они ждали официального релиза этих видео на YouTube. I Am Steel – документальный фильм о 8-месячном пути Чангука к его сольному дебюту с первым альбомом. Он включает эксклюзивные, ранее не публиковавшиеся интервью и закулисные съемки, а также его зажигательные концертные выступления. Для улыбательного настроения. Японский фан-клуб. Дебютные воспоминания Чангука. Вы можете подумать, что я с детства мечтал стать певцом. Но даже когда я участвовал в той программе, это не было моей главной целью, и я тогда только мечтал стать айдолом. Я пошел туда и сказал себе, что неважно, что произошло, и пошел туда отчасти ради развлечения. Когда я добрался до зала для прослушивания, я был шокирован и напуган толпой. Я был официально разочарован, потому что вокруг было так много незнакомцев. Возможно, именно с этого времени началась моя застенчивость перед незнакомыми людьми. Когда я участвовал в экзамене, я даже не думал, что сдам, но коллектив одобрил меня, и я начал работать стажером, и теперь я осуществил свою мечту. В то время многие компании советовали мне уйти, но я выбрал хайп из-за Намджуна, и у меня было ощущение, что это то место, где я могу добиться успеха и доверять ему. Я до сих пор помню, как впервые встретил участников. На первый взгляд, по моему мнению, Намджун был самым сильным. Когда я вошел в гримерку, Намджун был только в нижнем белье. Я был очень удивлен. Я уже говорил, что выбрал для этого хайп, потому что здесь был Намджун. Я никогда не забуду наше счастье после того, как я стал одним из участников. Мне очень нравится момент, когда мы 7 выступаем на одной сцене, и ARMY подбадривает нас. Самое комфортное и нежное, что вообще можно увидеть.
Инфлюенсер Нейва и travel-писатель Ян Сайн написал: «Сегодня был последний день выставки Чангука Голден The Moments, которая проходила в отеле Le Méridien Moxie в Мёндоне. Видя счастливое выражение человека, собравшего 3 набора фотокарточек, мне тоже стало так хорошо на душе». Фильм Чангука также был показан в Уонсан-Сиги. Я посмотрел его, и это был очень трогательный день, и я даже не осознавал, что плакал, видя, как круто Чангук преодолевает свои препятствия. Некоторые вещи Чангук делает так, как может только Чангук. Милая булочка Тэхён. Это видео – лучшее, что я видел за последнее время. Тэхён на большом экране. То, как он дурачится на сцене. Вернемся в прошлое. Эпоха его пирсы еще долго будет меня торкать. Чангук на большом экране.
Бэйби Чангук – это отдельный вид истошных восклицаний. Пост под охраной моего безумства. Чангук, когда его песня быстрее всех на платформе, собрала миллиард прослушиваний. Также Чангук, когда его ответ в Run BTS оказался верным. Это приоритеты. Вернемся в прошлое. Версия с Чангуком. Иногда Чангук ловит космические волны. Приватно, но не секретно. Он такой хаотичный парень. Когда вы отвели взгляд от Чангука на 1 секунду. Глаза Чангука будто сканирующее устройство.
Пощадите народ и верните в моду скини, молю. Тэхён тоже такой хаотичный парень. Любимые моменты. Реакция Чангука, когда говорят, что его ответ неверный. Я вроде не в магазине электроники, но наушники выбрать все равно захотелось. Чангук просто очень сильно любит курочку. Чангук – взрослый состоявшийся мужчина, но иногда Чангук просто. Второе место. Это так интимно. Неловко вышло до парня. Что-то на супружеском.
Первое место. Сперва убедился в том, что Тэхён реальный, а потом пальчиками притянул к себе для объятий. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.